Я, если честно, не очень хорошо понимаю, как нам уйти от, бесконечной критики Светланы Тихановской, небезосновательной критики, я вам скажу. Действительно, она абсолютно бестолковая, как президент. Она действительно была права в начале протестов, когда она говорила, что я не хочу быть президентом, я всего этого не хочу. Она действительно совершенно не в состоянии ничего этого делать. Она действительно не из той серии человек, она не способна заниматься политикой на государственном уровне, она способна быть звездой. Вот что выяснилось, в принципе, это тоже хорошо. Она звезда. И к звезде нужно относиться соответствующим образом. Все, она звезда, да, она отождествила вот эту вот политическую часть в себе, она как бы стала портретом, да, она стала лицом компании. Ну вот лицо компании, это же не компания. Это флаг протеста. Ну, можно сказать, это символ, образ, человек, который на вершине вот этой волны протеста, вот он стал воплощением, да, каким-то артефактом в какой-то степени этого протеста. Ее можно показать. Она в физическом мире на себя стянула вот эту политическую силу других людей. То есть эту политическую силу ее же не видно. Да, ее не видно, она нематериальная. Но когда ты кого-то выбираешь и эту политическую силу ему даешь, этот человек, безусловно, становится властью. Этот человек становится овеществлением чаяний, представлений, движений абсолютно разных людей. И Светлана Тихановская в эти туфли впрыгнула во время протеста. И ей за это большое спасибо. Потому что у нас теперь есть вот этот вот символ. Понимаете, есть действительно человек, на которого можно показать пальцем, сказать, вот смотрите, вот это она, вот она, значит, была в протестах, вот смотрите, люди голосовали за нее, хотя на самом деле люди голосовали не за нее, но этого не объяснишь, понимаете, факты вещь упорная. Если видно было визуально по всем каналам мировых телевидений, что с портретом Тихановской ходил там, не знаю, весь город Минск, значит, она наделена уже вот этой властью. Все, от этого никуда не денешься. Есть олицетворение какого-то протестного состояния, движения в обществе, есть его отождествление, овеществление, материализация. Вот в фигуре Светланы Тихановской. Это нужно принять, понять и успокоиться на эту тему. Сама Светлана Тихановская с ее качествами как политика обсуждаться вообще не должна, потому что нет у нее никаких качеств как политика. Единственное качество как политика – это то, что она может выполнять инструкции других людей, сидеть тихо и не делать никаких резких движений. Все. Она впрыгнула в этот вагон, ее окружили людьми, которые, вот эта свита, которая вокруг нее, которая заботится о ее благополучии. Есть, значит, страж на двери, который стоит, допускает, значит, не допускает к телу императрицы. Из нее сделали императрицу, богиню, кого угодно. И эта свита делает королеву. Вот эта свита вокруг нее, все должны боготворить Светлану Тихановскую, все должны ей там поклоняться. Я не знаю, что они на самом деле о ней думают, но ведут они себя так. Это работает. Это работает. На западных политиков это действует, поскольку они не видят никакой другой структуры, как бы они не видят так особенно явно, пока что еще, каких-то других движений. Ну вот им показывают вот эту вот как бы, значит, этот по улицам слона водили, как видно, на показ. Вот это вот там, не знаю, слона, значит, Тихановскую, ну, а уже те, кто как бы вот против этой ситуации, они такие пока моськи. Пока моська, она сильна, коль лает на слона. Ну,
В принципе, такая какая-то у меня ассоциация, и я сама такая же моська, которая как бы лает на слона. И, в принципе, меня это устраивает, потому что когда таких мосек соберется очень много, уже, вы знаете, слона никто не заметит. Поэтому нам нужно создать новую структуру какую-то протестную, понимаете? Даже не протестную, а, скорее всего, правы те, кто говорит, что нужно будет создавать освободительное движение именно военное. Ну, никак мы не обойдемся. Мы не снесем Лукашенко, Путина, просто там Пригожина, Кадырова, кто там еще, их же там очень много. Без помощи военной мы не снесем это все. Просто выйдя на улицу, выйдя на улицу с оружием, да, а без оружия нет. Поэтому нужно вот эту вот протестную активность 2020 года, нужно ее не пытаться обесценить, а сказать: да, прекрасно, молодцы, отлично, великолепно, спасибо вам большое. Вот Тихановская сидит там где-то на своем там этом острове обожания, острове невезения, там везения, не знаю чего, она там сидит, и пусть она там сидит вместе со всей вот этой вот ее командой. Но мы-то тут при чем? Нам нужно не строить свое взаимоотношение с белорусской политикой, с белорусским обществом, как про Тихановскую или против Тихановской, или вообще связано с фигурой Тихановской. Это вообще уже не важно. Нам нужно пробовать построить новую структуру, которая снесет Путина и Лукашенко. Конечно же, эта структура должна быть связана с Украиной. Ну как она может быть не связана с Украиной? Украина – это единственная страна сейчас, которая дают на это деньги, дают на это вооружение. И Беларусь должна этой ситуацией воспользоваться. Прибалтика тоже, она связана с нами, с белорусами. То есть это все нам нужно, белорусам, для себя понять, мы воевать за свободу будем или нет. Те, кто не может воевать, должны встать в сторону и не мешать тем, кто будет воевать. Не связывать руки тем, кто хочет и будет воевать за свободу. Должна быть политическая структура, которая программу напишет, как жить будем после Лукашенко, после победы. Как будет Беларусь вообще жить, чем, какая это будет страна. Нужно решить вопрос с белорусским языком. Конечно же, единственным государственным языком в Беларуси должен будет быть белорусский язык. Я сама говорю на языке оккупанта, на языке врага, потому что знаю его очень хорошо. Могу еще по-английски говорить, но это не будет понятно всем. Конечно же, без белорусского языка, на котором должны будут говорить и все государственные чиновники, и школы должны начинать говорить по-белорусски, и университеты должны быть на белорусском языке. Конечно же, все это должно быть. Государственный язык должен быть белорусским. Но никто не говорит о том, чтобы угнетать все остальные языки. Я считаю, что русский язык все равно в Беларуси останется, никуда не денется. И на русском языке будут и школы, и преподавание, но все-таки надо понимать, что без белорусского языка, без отдельного языка, государство вряд ли сложится. То есть белорусский язык надо будет культивировать, придется его вспоминать, и мне придется, и я сейчас этим занимаюсь. Но я понимаю, что без белорусского языка не будет белорусской государственности, не будет ее, поэтому выбачайте, что называется. Дальше, что я увидела в нашем протестном движении, что меня немножечко смущает. Меня очень сильно смущает то, что каждый из наших политических лидеров или людей, которые претендуют на политическое лидерство, все-таки пытается сам стать царем. Или хотя бы претендовать на то, что он будет один единственный. Вот как бы все хотят на своих условиях. Все хотят, я говорю все, потому что я вижу это и на форуме демократических сил, я вижу это у господара Зенона, я вижу это и в каких-то остальных сообществах. То есть вот
выбирается какая-то такая позиция, что либо вы делаете так, как мы, либо вы вот вообще никак не делаете. То есть мы хотим, чтобы все было так, как мы хотим. А уже так, как вы хотите, мы делать не будем. Поэтому мы будем сами по себе, вы будете сами по себе, и все будут сами по себе. И мы будем там свариться, там, я не знаю, кайфовать, собираться, разбираться. И это приводит к полному такому ощущению бестолковства. Такое бестолковство. Как это бестолковство преодолеть, я пока не знаю. Этим очень хорошо пользуются спецслужбы. Они очень грамотно ведут работу. Здесь как раз-таки надо врагам отдать должное. Работают они хорошо, пользуясь нашей бестолковостью. Вот идет такая волна, значит, эти пророссийские, эти агентура, эти еще какие-то там те не те, эти не эти. И идет такой какой-то поиск, бесконечный поиск какого-то идеального мужа, за которого Беларусь выйдет замуж. Или вот кому мы все поверим, вот кто нас всех воодушевит. Ищут какого-то такого кого-то, кто возьмет на себя ответственность. И вот он должен быть наделен такими качествами, которых в природе не существует. И это без конца и без начала такая какая-то бестолковая, вот такая вот политическая муть. Это, конечно же, не государственное мышление. Здесь нам нужно научиться договариваться. Нужно научиться договариваться по ценностям, по позициям, где у нас есть точки соприкосновения. И совершенно не надо ожидать того, что мы все будем прекрасно друг друга понимать. Не будем мы друг друга прекрасно понимать. По очень многим позициям я могу быть не согласна. Ну и что? Но почему-то при этом на Западе люди могут работать по тем позициям, по которым они согласны, а белорусы не могут. Вот не могут они работать по тем позициям, где у нас есть согласие. У нас, если с чем-то вы в человеке не согласны, все, значит, это уже все не то. Начинается такая эмоциональная такая буча, у нас начинается эмоциональная какая-то такая волна, все, уже, значит, ты плохой, дурак, сама дура, начинается это сварение через забор, и начинается вот такая вот белорусская политическая повестка, которая длится уже много веков. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть эту политическую безграмотность, политическое бессилие и сможем начать договариваться друг с другом. Потому что сила в том, чтобы мы все договорились, чтобы мы все работали по пунктам, где у нас есть согласие. По этим пунктам обязательно надо работать. И я надеюсь, что 2023 год даст нам возможность работать по пунктам, где мы друг с другом согласны. Так что я очень хочу призвать белорусов к пониманию того, чего они сами хотят, к пониманию того, к чему они сами стремятся, и к тому, чтобы они потрудились выяснить, а как этого можно достичь, какие есть пути достижения этого состояния, этого пути достижения этой цели. Так что здесь я всем желаю удачи.